Начнем с базы. Как устроена экономика в Beyond Algorithm. У нас есть два ресурса. Металл, материя, как называй, как хочешь, и энергия. В самом начале мы строим экстракторы, чтобы получить самый простой приток металла в экономику и, допустим, ветряки. На картах, где доступен ветер, ветряки наиболее оптимальный способ добычи энергии, потому что они дешевые, строятся быстро, и в основном, если у тебя есть хранилище для энергии, за счет того, что у тебя большой пул хранения энергии, вот эти перепады силы ветра, они компенсируются, и в конечном итоге ветряки, они примерно равны по эффективности улучшенным термоядерным реакторам, которые большие, которые сильно взрывают. Но при этом они, конечно, требуют дофига места для постройки, поэтому сами по себе реакторы в любом случае в конечном итоге профитнее. Так, получается так, что после того, как ты перешел в Т2, улучшил свои экстракторы, у тебя все, как бы потолок притока металла на этом достигнут, и единственный способ увеличить количество металла в твоей экономике — это конвертировать энергию в металл. То есть энергия может добываться, допустим, ветряками или реакторами и конвертироваться вот такими штуками. Это самые простые, Т1 первого технологического уровня конвертеры. Они 70 энергии конвертируют в 1 металл в секунду. То есть вот эти 6 ветряков создают у нас сейчас 57, 54 в секунду энергии. И один такой конвертер всю энергию, создаваемую вот этими ветряками, конвертирует в металл. То есть таким образом ветряк у нас получается в связке с конвертером таким своеобразным металлическим экстрактором. И ты можешь скалировать это бесконечно, пока у тебя есть место, пока у тебя есть время, и пока твои сопартийцы не начали тебя ругать за то, что ты ничего не делаешь, а только строишь реакторы и все. Процессом конвертации энергии в металл нужно управлять. То есть мы можем просто строить на глазок, типа там, 6 ветряков — это 1 конвертер, окей, но это будет неправильно. В игре есть инструмент для контроля того, насколько эффективно работают ваши конвертеры энергии. То есть мы переходим в настройки. Battle paused. Блять, забыл, где это. I sell offers. Buy without holding alt. Factory dock. Где оно? Out there is box displays. Metal spots? Nope. Metal spots. Show builder query. Ну-ка, Energy. Enter. Вот. Интерфейс. Interface Energy Converter Usage. Где же эта настройка? Вот, мы переходим в интерфейс. В Advanced, да, она только есть. Мы что? Заходим в настройки, да? Battle Вот started. Господи, да. Тебя зовут. Пойдем на свидание. Так, не отвлекайся. Settings, Interface, Advanced, Energy Converter Usage. Оп, вот это вот Вот эта вот фигнюшка справа сверху. Сейчас она появится. Она же... Вот она появилась. Эта фигнюшка показывает нам, насколько эффективно наш конвертер энергии сейчас работает. То есть сейчас мы видим, что у нас энергии добывается больше, чем ее может быть переработано в металл. То есть со временем она просто начнет переливаться через наше хранилище и распределяться по нашим сопартийцам. Это тоже неплохо. Мы как бы спонсируем наших союзных игроков энергией, но в конечном итоге мы сюда приходим поиграть. Поэтому нам нужно построить еще один конвертер, да? Сейчас мы увидим, что. Ты начинаешь строить. Эффективность упала, но это потому, что при строительстве очень большое количество энергии расходуется. Вот. Теперь у нас есть два конвертера, и они оба работают, то есть вся система переработки энергии в металл работает на 78%. То есть сейчас мы видим, что можно чуть-чуть добавить ветряков и потом
еще чуть-чуть добавить конвертеров, то есть это вот так и будет работать. Вот этот ползунок устанавливает параметр в процентном соотношении от вашего хранилища энергии. То есть если у вас, допустим, хранится 10 тысяч энергии, то вы на серединку ставите и на 50 тысячах энергии, на 5 тысячах, прошу прощения. Короче, на половине, на заполненности, фу, блядь, когда ваше хранилище заполнено наполовину, все, что выше, начинает конвертироваться в металл. Если вы опустите еще ниже, то есть это граница, после которой излишки энергии начинают конвертироваться в металл вашей системой конвертеров. И сейчас на конкретном примере я покажу, как на Экоспоте можно построить к 20-й минуте 6 от Advanced Fusion реакторов, и все будет хорошо. И точно никто не скажет, что вы плохой экоплеер. Обычно на этом споте выбирают Армаду или на любой другой карте, потому что если у вас есть ветер, то у Армады самые дешевые ветряки, дешевле, чем у Кортекса. И эта разница 8 металла за каждый ветряк позволяет вам экономить металл, который вы можете вложить в строительство вашего реактора первого. Первые постройки стандартные, ставим экстракторы, ставим ветрячков немножко. Ускорение. Больше ветряков, богу ветряков. Вначале достаточно сделать несколько буквально строителей, чтобы загнать все экстракторы и поставить несколько строительных турелей, быстренько сделать пул ветряков, который вам будет давать около 1000 энергии в среднем, ну, при хорошем ветре. Низкий ветер мы компенсируем хранилищами энергии. Если в этот момент кто-то начинает вам тыкать, что алло, привет, ты экоплеер, где твоя Т2 лаборатория, скажи: окей, чувак, мы не агрессивные, мы вежливые игроки. Не надо ни с кем ругаться. В конце концов, хорошим окажется тот, у кого есть 6 реакторов. Так, сразу первым строителем мы закладываем все ближайшие экстракторы на Т2 и уходим улучшать их дальше. В то время как турели и наши помогаторы доапгрейживают начатое. Чтобы эта схема эффективно работала, нам нужно немножко микроконтроля в начале. Мы всем строителям ставим по умолчанию низкий приоритет, чтобы они на себя не перетягивали ресурсы. Пока каждый строитель поддерживает заложенные улучшения, чтобы первые турели улучшали на высоком приоритете только первую, вторую и третью. То есть, чтобы ресурсы не одновременно растекались по всем, потому что вначале их очень мало, а максимально вкидывались только в одно конкретное здание. Так в итоге оказывается более профитным. Сейчас мы ставим еще 2 хранилища энергии, чтобы наши ветряки, 64 штуки, обычно я делаю около 50, чтобы ветряки запасли энергию, успели до того, как мы заложим первый реактор. И вот мы имеем 16 тысяч энергии, которая будет примерно плюс-минус в этом промежутке держаться. Мы зареклеймили нашу лабораторию, и со временем мы заберем, ближе к концу стройки реактора, заберем все ветряки, начнем забирать. Заберем хранилище металла точно так же, чтобы весь металл, который мы вложили в наше здание, максимально был использован в строительстве первого реактора. Потому что, по сути, любое здание, которое стоит просто так, оно занимает с собой тот металл, который можно было бы использовать для быстрого роста экономики. Мы сразу примерно границы закладываем того, где что будет стоять. Слева у нас реакторы, справа энергетические конвертеры. Чтобы потом не запутаться, когда все начнет, когда металл начнет капать уже намного быстрее. Сразу мы ставим... На этой карте нет реальных игроков, но я сразу показал, что нужно... Обычно экоплеер ставит первую антинюку, чтобы прикрыть максимальное количество игроков. Они вот здесь. Раз, два, три. 6 игроков будут... 6 спотов, 6 игроков будут перекрыты нюкой. И это правильная постановка.
не нужно ставить нюку, антинюку, которая будет закрывать только твою базу и там соседних бух. То есть никто вам, спасибо, вот эти челики, которые на фронте сейчас потеют теоретически и страдают за то, что вы спокойно сидите и строите свои реакторы, не скажут вам спасибо за то, что вы поставите антинюку где-нибудь в жопе у себя. Да, она построится быстрее, но она закроет только вас, и в итоге ваш фронт разбомбит чувак, который зарашил нюку в самом начале. В конце концов, побеждает та команда, в которой каждый игрок старается поддержать еще соседнего игрока и вообще всю свою команду. Так или иначе. Если ты играешь на экоспоте, ты должен в том числе контролировать, может быть, кому-то подкинуть энергии, потому что сейчас у меня, например, уже бешеный поток энергии будет на 13-й минуте, да, и ни у кого из других моих сопартийцев такого количества энергии уже нет. Точнее, еще нет, и поэтому, если что-то нужно в виде там поставить антинюку в правильном месте или докинуть энергии тому, у кого ее нет, это не будет ошибкой. Некоторые игроки ставят очень много ветряков и как бы не забирают их для постройки реакторов. Это как бы тоже имеет место быть, но так красивее. А в конечном итоге, в принципе, плюс-минус показатели по экономике будут одинаковые. Сейчас мы забрали вообще все лишнее и строим только реакторы. У нас 18-я минута. На фронте теоретически уже все очень интенсивно происходит. И нам нужно где-то на этом моменте, возможно, в реальной обстановке вам придется прерваться с стройкой, если, допустим, начнет прорывать фронт. И придется ставить лаборатории и начать строить юнитов. Но при этом нужно понимать, что экономика меньше, значит, меньшее количество титанов или разорбеков или вангардов вы можете поставить на фронт. При очень хорошем раскладе, когда ваш фронт был достаточно стабильным и дал тебе время для только строительства реакторов, у тебя к 20-й минуте будет 6 реакторов, и ты можешь с этим делать все, что тебе хочется. Можешь поставить нюку, можешь начать строить титанов, можешь ничего не делать, а просто продолжать строить реакторы. Но это будет плохой линией поведения, потому что твои сопартийцы ждут от тебя какой-то помощи для стабилизации фронта как минимум. Ты можешь сделать, например, 10 разорбеков, отправить их на фронт, чтобы они стояли просто и как бы пугали всех своим видом, и продолжить спокойно строить реакторы. Это будет нормальной ситуацией. А можешь продолжить строить что угодно и начать атаковать.